С начала эпидемии ковида кашляющий человек стал символом болезни. Но действительно, когда мы начинаем кашлять, то сразу думаем, что заболели. Простудой, ОРВИ или, в конце концов, самим ковидом. Но на самом деле осенью и зимой кашель может возникать совсем по другим причинам. И многие из них скрываются у вас дома. Например, это может быть ваша подушка или воздух, которым вы дышите в своей собственной квартире. Когда же можно избавиться от кашля самостоятельно, а когда нужно срочно идти к врачу? Сейчас все узнаю у нашего эксперта. Мы пришли в гости к Лизе. Лиза, привет. Привет, Маш. Привет, я Лиза Вытприцкая, и я ландшафтный дизайнер. И мы сейчас будем вместе выяснять с Альбертом и с Лизой, собственно говоря, почему Лиза кашляет. Лиз, скажи, почему ты кашляешь? Это мы сейчас разберемся. Давно ли ты вообще кашляешь? Ну, вообще кашель начался с начала осени. Ты как-то вообще пыталась с этим бороться? Ну, я полоскала горло, сосала сосательные конфетки. Осенью и зимой кашель периодически у многих людей может возникать совершенно по другим причинам, и к болезням это не имеет никакого отношения. И вот об этих причинах нам сейчас расскажет наш эксперт. Александр Сергеевич Пурясев, лор-пульмонолог, доктор медицинских наук. Лиз, смотри, Александр Сергеевич подготовился, принес нам макет. Расскажите вообще нам, почему мы иногда кашляем. Кашель – это защитно-рефлекторный акт, необходимый для того, чтобы очистить бронхи в результате раздражения кашлевых рецепторов. Кашлевые рецепторы находятся в гортани, в трахее, в бронхах. Я вот понимаю, почему кашель может возникать из-за простуды, ОРВИ, того же ковида. Но какие причины могут его провоцировать, такие малоизвестные, неочевидные? Первая причина – это холод. После лета не успели адаптироваться, поэтому холод, он действительно раздражает слизистую бронхов. Другая причина холода – это в том, что слизистые оболочки бронхов гиперреактивны. Итак, друзья, если вы кашляете в осенне-зимний период, когда выходите на улицу, на холод, то, в принципе, это вариант нормы, это индивидуальная реакция организма. Итак, что еще может быть причиной такого осенне-зимнего кашля? Отопление. Сейчас включили отопление. Пересушенный, подчеркиваю, не сухой, а пересушенный воздух мешает легким очищаться. Слизистая бронхов, как бархат, покрыта ресничками, которые постоянно сокращаются 200 раз в минуту. И эти реснички, как эскалатор, вытаскивают всю грязь из наших бронхов. И через гортань, через пищевод это все проглатывается и эвакуируется. Совет очень простой – это ставить увлажнители. Вот у меня как раз есть. Кстати, да. Что еще может быть причиной кашля? Ну, во-первых, я вижу высокие подушки, поэтому высокое положение головы во время сна создает сдавление гортани. Таким образом, слюни, ночные слюни, которые мы должны проглатывать, они могут протекать в полость гортани. А вот попробуй лягти на свою подушку. Это прям высокая подушка, вроде у Лизы, вот это вот высокая. И вот этот надгортанник, он не закрывает трахею. И слюни, вместо того, чтобы протекать в пищевод, они попадают в гортань, и возникает рефлекторный кашель. То есть что, Лизе надо поменять подушку, что ли? Поменять подушку. Обязательно. Ну и другая причина – это постельные клещи. Так, друзья, причиной кашля может быть ваше постельное белье, может быть ваша подушка. Подушка должна быть низкой, а постельное белье всегда свежим и чистым. И тогда, возможно, вы перестанете кашлять. Что же еще вообще является причиной кашля? Лиза, Знаете, мне кажется, вот стресс, может быть, испытываете на работе, в общении? В смысле нет? В принципе, я очень стрессоустойчивый человек. Я всем советую приобрести себе французский бульдог, потому что они самые веселые, прикольные, милые собачки. Смотрите, Альберт такой веселый сейчас. А как стресс он? Что он делает? Когда человек стрессует, напрягаются прямые мышцы шеи. И этот спазм, он передается на мышцы спины. Мышцы спины вплетаются в диафрагму. А что такое дыхание? Это экскурсия грудной клетки. Когда грудная клетка при вдохе расширяется, легкие наполняются кислородом, при выдохе мышцы сдавливают грудную клетку, диафрагма поднимается, и мы выдыхаем. Когда у человека стресс, этот спазм с шеи, спины, он сковывает мышцы грудной клетки и нарушается ритм дыхания. Хеморецепторы головного мозга – это такие датчики, которые анализируют газовый состав воздуха, понимают, что кислорода мало, и через кашлевой центр заставляют нас покашлять. Какой мы можем сделать вывод по Лизе? Почему у нее кашель по вечерам? Это постель,
Возможно, аллергия на собачку. Еще исключить нужно сухой воздух. Когда кашель – это такой симптом, что уже надо реально бежать к врачу. Если кашель продолжительный, глубокий, приступообразный, с мокротой, с одышкой, с удушьем, то, скорее всего, это воспалительный процесс, это обструктивный бронхит, который может перейти в бронхиальную астму. Лиза, спасибо тебе большое, что, во-первых, пригласила в гости. И вам тоже, Александр Сергеевич, большое спасибо за то, что рассказали нам такую важную информацию простым, доступным языком. И я надеюсь, что многие люди, которые страдают от кашля, смогут, благодаря сегодняшним знаниям, которые они получили, от этого кашля избавиться. Всегда, пожалуйста, желаю вам крепкого здоровья, здоровых бронхов и не кашлять. Я вас оставляю на частную консультацию. Может быть, вы дадите Лизе какие-то еще важные советы. Ну а я, друзья, пойду снимать новый очередной выпуск программы «Доктор 24». Любите себя и свой город, москвичи. Пока-пока!